выставке MWC 2013 компания LG приготовила обновление своей линейки L-Series. Напомню, L-Series это про, скажем так, дизайн, но для тех, кто не хочет слишком много переплачивать за него. Начнем с модели под названием L3 2. Это самый-самый начальный уровень. Диагональ дисплея у этой модели составляет 3,2 дюйма, разрешение 320 на 240 точек. При этом это все-таки матрица IPS, поэтому картинка хоть и зернистая, но достаточно качественно выглядит, достаточно контрастно, ярко, и углы обзора неплохие. Гаджет построен на базе чипсетов, в которые входят одноядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 мегабайт оперативной памяти, 4 гигабайта основной памяти, и здесь есть слот для карточек microSD объемом до 32 гигабайт, но снять крышку мы не можем, поэтому показать вам этот слот не смогу. Сверху находится аудиоджек, кнопка включения, она прямо такая пластиковая, что даже немножко неприятно. В целом даже аппарат, ну, я бы сказал, слишком пластиковый. Понятно, что это entry level, так называемый начальный уровень, но тем не менее. На левом торце, на противоположном, есть регулятор громкости, снизу порт micro-USB. Ну и, конечно же, камера, в данном случае это 3,2 мегапикселя с возможностью записи HD видео и снимков, соответственно, в разрешении 3 мегапикселя. Идем дальше. Следующая модель называется L5. Ну, а модель L5, она, конечно же, немножко поприятнее выглядит. Здесь, конечно, диагональ дисплея увеличена, 4 дюйма, разрешение 800 на 480 точек. Как и в предыдущей модели, кнопочка возвращения на рабочий экран, она вот так вот подсвечивается. Не знаю пока от чего это зависит, но я думаю, она полностью настраиваемая. Как и предыдущий гаджет, этот построен на базе одноядерного процессора с тактовой частотой 1 ГГц. Кроме того, здесь тоже 512 мегабайт оперативной памяти и 4 гига основной памяти. И так же, как и в предыдущей модели, есть слот для карточек microSD, который находится под задней крышкой. Однако задняя крышка, конечно, смотрится поэффектнее, вот с такой текстурой под металл, хотя она, естественно, и пластиковая. Есть еще вот такой вариант, полностью черный, глянцевый, на котором остаются, к сожалению, отпечатки пальцев. Этот выглядит, конечно, повыгоднее немножечко. Что касается элементов управления и различных портов, на верхнем торце аудиоджек, второй микрофон для шумоподавления, справа кнопка включения, слева регулятор громкости и кнопка Quick Memo, а снизу, конечно, порт micro-USB и основной микрофон. На задней панели есть камера на 5 мегапикселей, светодиодная вспышка, возможность писать видео в формате HD. Ну и завершается это все батареей на 1700 мАч, что в сочетании со средним, в общем-то, дисплеем и не очень мощной начинкой даст, я надеюсь, неплохие результаты. Да, гаджет, как и предыдущий, работает под управлением Android 4.1.2. Достаточно актуальная версия. Никто, кроме, собственно, компании Google, до 4.2 еще не обновился, поэтому будем ждать обновлений. Что скажет на это LG, пока непонятно. Идем дальше. Модель под названием L7 II. Итак, самая производительная модель в этой новой линейке, в обновленной под названием L-Series 2, Optimus L7 II. Диагональ дисплея увеличилась еще немного, это 4,3 дюйма, хотя разрешение IPS-матрицы осталось тем же, 800 на 480 точек. Углы обзора показываю вроде бы неплохие, хотя и яркость немного падает, когда смотришь на него под углом. Но цветопередача хорошая, претензий в этом смысле нет. Кроме того, гаджет увеличил свою производительность. Здесь стоит двухъядерный процессор от Qualcomm с тактовой частотой 1 ГГц. Это Cortex A5. Здесь 768 мегабайт оперативной памяти и 4 гигабайта основной памяти, которую так же, как и в двух предыдущих моделях, можно расширить за счет карточек microSD объемом до 32 гигабайт. Камера на задней панели 8-мегапиксельная, есть светодиодная вспышка. При этом я бы сказал, что задняя крышка, конечно, наиболее приятная из всех остальных моделей. Она имеет характерную текстуру приятную, гаджет неплохо лежит в руке, не выскальзывает, и это очень-очень неплохо.
На верхнем торце, как и всегда, аудиоджек, второй микрофон для шумоподавления. Здесь кнопка включения, кнопка Quick Memo и регулятор громкости на левом торце, а снизу порт microUSB, который я не могу показать, к сожалению, потому что меры безопасности. Что касается цены на эти устройства, я только что говорил с мистером Кеном Хонгом, который мне сказал, что цена пока еще не определена, но, скорее всего, она не будет превышать цену на предыдущую линейку, то есть на обычную линейку L прошлогоднюю, когда она только вышла на рынок. То есть это где-то от 140-150 евро до где-то 300, по его словам. Так что это такой неплохой стиль по доступной цене. Но, кроме того, в этом году компания LG представила помимо этих трех телефонов еще 3, которые входят, по сути, в ту же линейку. Просто у них есть 2 симки. Пойдемте посмотрим на них. В общем-то, здесь все то же самое, практически тот же дизайн, только чуть-чуть отличается. Скажем, у L3 2 Dual, задняя крышка не глянцевая, а тоже имеет характерную текстуру, и под крышкой есть 2 слота для сим-карт. Все остальное железо точно такое же. Единственное, вполне возможно, цена будет чуть-чуть повыше. L5 тоже имеет крышку с текстурой, приятная, неплохо лежит в руке. И, что самое интересное, у L5 чуть более скруглены углы корпуса. В остальном модель аппаратно точно такая же. Ну и самая большая модель тоже 4,3 дюйма, как и у основной модели. Но, напомню, под крышкой находятся 2 симки, одна из которых может работать в режиме 3G, а вторая в 2G. Вот такие новинки от компании LG. Линейка L7 II, L7 II Dual. Но мобайл на выставке MWC 2013.